Не успели мы моргнуть, как первые 2 недели Нового года уже почти подошли к концу. Время летит, праздники заканчиваются и начинает просыпаться мировая экономика, которая запускает движение на рынках. И вот уже 13 числа мы получаем первые важные экономические данные по инфляции в США. Да, это будет отчет еще за декабрь прошлого года, но суть здесь не в этом. На сегодняшний день сервис Truflation, который оценивает уровень инфляции в реальном времени, вообще показывает инфляцию около 1,9%, что даже ниже цели ФРС. Все мы прекрасно знаем, что официальные данные правительства по ИПЦ всегда отстают, но неужели настолько? И получается, если инфляция замедляется такими темпами, а безработица находится на максимальных уровнях с 2021 года, значит у ФРС просто нет шансов, кроме того, как уже в ближайшее время снизить ставки, что выступает зеленым драйвером для криптовалюты. В теории да, но вот на практике, если оценивать реакцию биткоина на последние хорошие отчеты, она была либо нейтральной, либо даже негативной, потому что рынок просто стоит. И данный тейк я начинаю все чаще замечать в комментариях под последними видео. Многие максимально скептически относятся к тому, что экономика оказывает влияние на крипту. Все меньше инвесторов сейчас ожидают положительную реакцию биткоина на хорошие экономические отчеты. По большей части мнение сводится к тому, что крипта это сугубо спекулятивный актив, и только манипуляторы будут решать, куда пойдут цены. Экономика здесь ни при чем. Но, друзья, по этому поводу у меня есть совершенно другое мнение, которое я сегодня озвучу. Я аргументирую свою позицию сухими фактами и цифрами, и видео будет разбито на две половины. В первой половине мы сделаем разбор ИПЦ 13 числа с прогнозом на биткоин, а во второй половине я все-таки постараюсь объяснить, почему экономика это фундаментальный фактор, от которого напрямую зависит биткоин. Так что досмотрите видео до конца, будет точно интересно и, конечно же, полезно. Также в первом блоке мы затронем роль Трампа в экономике США, ведь вы заметили, как он сейчас активизировался. Сначала захватил Венесуэлу, потом захватил танкер теневого флота России, сейчас угрожает ударами по Ирану, и это всего за 2 недели. А все потому, что у Трампа осталось буквально 10 месяцев до выборов в ноябре. Он лично сказал, что если республиканцы не заберут победу в парламенте, его ждет импичмент. Поэтому сейчас он делает все для этой победы. И без крепкой экономики победу ему не видать. И кстати, если вы хотите отдельное видео на эту тему, где мы разберем, какое место в этих политических играх займет крипта, набираем 1000 лайков. И ролик будет на канале. $10 за комментарий под прошлым роликом достаются этому зрителю. С вами, как всегда, Влад. Вы на канале Coin22. Мы начинаем. Итак, друзья, несмотря на то, что биткоин уверенно начал год с пробоя 94 тысяч, цена быстро начала разворот до уровня 90 тысяч. И тут сработал мой сценарий, который я выкладывал в нашем телеграм-канале 5 числа. Биткоин пошел закрывать гэпы СМИ, и один из них около 88 тысяч все еще остается открытым. Поэтому риск теста этой области по-прежнему есть. Если вы еще не подписаны на телеграм, рекомендую подписаться, потому что, во-первых, там я всегда на связи, а во-вторых, вся актуальная информация, новости, отчеты с моими личными сделками публикуются именно там. Ссылка есть в описании. Что касается 13 числа, мы имеем следующее. Прошлый отчет показал хорошее снижение ИПЦ с 3% до 2,7%. На данный момент официальных прогнозов еще нет, но скорее всего он будет в сторону снижения 2,6-2,5%. Также есть вероятность завышенного прогноза 2,8%, чтобы отчет в 2,7% был воспринят рынками как позитивный. Но проблема официальных отчетов в том, что они публикуются с задержкой, и сейчас данные Truflation показывают вообще 1,9%. Но почему? Все дело в методологии. Truflation считает инфляцию на основе 35 миллионов реальных цен от 70 источников и обновляет данные почти в реальном времени. Это фактические цены, а не опросы и не сглаженные модели. Вторая причина — отсутствие лагов. Официальные ИПЦ выходят с задержкой и отражают прошлые месяцы, тогда как Truflation быстрее фиксирует замедление цен. Еще один важный момент — структура весов. В официальной статистике большой вклад дает аренда и медицина, которая снижается медленно. В Truflation больше акцент на реальные потребительские траты, где дефляция уже заметна. Поэтому Truflation видит инфляцию около цели 2%, а официальные данные просто догоняют этот процесс. На базе этого можно ожидать потенциальное снижение ИПЦ 13 числа, что выступает зеленым катализатором для крипторынка, поскольку низкая инфляция подталкивает ФРС снижать ставки. Но вот еще прогнозы от ведущих банков. JP Morgan ожидает, что годовая инфляция ИПЦ снизится к четвертому кварталу 2026 года до уровня 2,8%. Однако январские данные, по их мнению, все еще могут быть выше этого уровня. Bank of America прогнозирует, что базовый ценовой индекс, за которым следит ФРС, удержится около 3,1% в первом квартале и лишь затем начнет постепенно снижаться. Это указывает на достаточно устойчивую инфляцию в ближайшие месяцы. Morgan Stanley считает, что базовый ИПЦ завершится в 2026 году в районе 2,6%, что говорит о более мягком инфляционном фоне в долгосрочной перспективе. Также опросы ведущих экономистов закладывают средний уровень инфляции около 2,9% в 2026 и 2027 годах, что также используется рынком как ориентир для ИПЦ. Все ключевые прогнозы сходятся в одном. Резкий
резкого обвала инфляции рынок не ждет. Базовый сценарий – это умеренный ИПЦ в диапазоне 2,8-3%. Если реальные данные выйдут ниже ожиданий, давление на ФРС в сторону смягчения денежно-кредитной политики только усилится. Да, как мы видим, сейчас закладывается падение инфляции в 2026 году. Конечно, оно будет не резким, и мы еще можем увидеть небольшую волну роста, но общий тренд на год остается нисходящим, что очень важно для политики ФРС. Также это очень важно и для Трампа, которому до ноября нужно наглядно показывать, что с экономикой США все хорошо, иначе победы на выборах ему не видать. Вероятно, в ближайшие месяцы Трамп будет громко кричать, что инфляции нет, цены падают, и он будет ждать подмогу от нового главы ФРС, который придет в мае. Первое, что Трамп скажет сделать Кевину Хассету, так это снизить ставки и простимулировать экономику. Еще Трамп говорил, что сейчас они выкачивают нефть из Венесуэлы на миллиарды долларов, и скоро это могут быть триллионы. А это также падение цен, низкая инфляция и в целом позитив для рынков, который частично перейдет и на крипту. Активную работу Трампа мы видим по всем фронтам, в том числе и Верховный суд, который вряд ли признает тарифы Трампа незаконными. 14 числа будут новые слушания, и поражение Трампа крайне низкое. И, например, как только суд озвучил решение в пятницу, биткоин сразу прыгнул выше уровня 91 тысячи. По итогу базовый сценарий рынка на 13 число – это то, что ИПЦ США будет около 2,7%. Именно этот уровень сейчас заложен в консенсус ожиданий, без резкого падения, но и без нового ускорения инфляции. Если значение выйдет ниже 2,7%, а шансы этого высокие, и лично я думаю, что показатель будет 2,6%, рынок воспримет это как явный сигнал в пользу дальнейшего смягчения политики ФРС. А что же в это время ждать от биткоина? Предупреждаю сразу, ИПЦ 13 числа это не сценарий на памп или дамп. У меня есть предположение, что даже несмотря на потенциальное падение ИПЦ, допустим, до уровня 2,6%, рынок может отыграть в противоположную сторону и пойти закрывать гэпы в области 88 тысяч, который образовался на СМИ. Такие разрывы всегда заполнялись, и это происходило в рамках 1-2 недель. Падение к этой области будет означать тестирование вот этой восходящей линии тренда, где произойдет сбор ликвидности. Вот в этом ролике в начале года мы разбирали сценарий тестирования 90 тысяч и области 88, хотя некоторые разочарованно написали, что не успели зайти в лонги и цена ушла вверх. Но как вы можете заметить, спешить никуда не стоит, и рынок нам дает еще одну возможность повторно зайти в лонги. Поэтому после ИПЦ рынок скорее всего упадет именно в эту область, чтобы в очередной раз получить ликвидность. Ведь текущее движение формируется не на притоке новых денег, а на старом капитале, который уже есть в рынке. Лично я буду рассматривать именно такой сценарий и торговать буду от этих уровней. Уже сейчас я открыл пару лимиток, понаблюдая за поведением рынка до выхода ИПЦ и если что потяну или опущу точки входа, чтобы открыться по лучшим ценам. Ну а если вы желаете получать хорошие точки входа не только по биткоину, но и по различным альтам каждый день, добро пожаловать в нашу подписку Coin22 Pro. После того, как биткоин не смог закрепиться выше 94 тысяч и весь рынок пошел вниз, мы начали заходить в шорты, одним из которых был по Dogecoin, когда цена пробила 15 центов и улетела вниз. Плюс к этому мы еще фиксировали профит по вот этим позициям. То есть даже падение рынка это потенциальная возможность, чтобы зарабатывать на шортах, и мы вам покажем как. А если вы вообще новичок, то еще и научим, как это делать правильно, потому что у нас есть обучение, сопровождение и поддержка 24/7. Также наши эксперты индивидуально под ваш депозит соберут для вас прибыльный спотовый портфель или сбалансируют тот, который вы уже имеете. В ближайшее время рынок будет волатильный на фоне отчетов. Аналитики Pro уже публикуют точки входа, и если вы желаете зарабатывать вместе со мной как на росте, так и на падении, прямо сейчас переходите по ссылке в описании, напишите нам, и вы получите всю подробную информацию. А я тем временем отвечу на один очень важный вопрос, который вы часто задаете в комментариях под последними видео. Очень часто в последнее время я слышу одну и ту же мысль. Экономика вроде бы улучшается, инфляция снижается, ставки рано или поздно будут понижать, фондовый рынок чувствует себя уверенно, а биткоин как стоял в районе 90 тысяч, так и стоит. Из этого делается вывод, что экономические отчеты на крипту вообще никак не влияют, что рынок живет своей жизнью или вообще полностью манипулируется. И вот здесь важно остановиться и спокойно разобраться, потому что отрицать влияние экономики на крипторынок – это большая ошибка. Но при этом еще больше ошибка ожидать от рынка того, как он в принципе никогда не работал. Проблема в том, что у многих в голове сидит очень упрощенная модель. Выходит какой-то положительный отчет по инфляции или рынку труда, и биткоин в тот же день обязан улететь на 20-50% вверх, потянуть за собой альты на 2-3 икса и устроить сумасшедший памп. Но рынок так не работает ни в крипте, ни в акциях, ни в каких-либо других активах. Экономические данные – это не кнопка «Купить», это не триггер мгновенного роста. Это фундамент, который накапливается постепенно и работает с задержкой. Важно понимать разницу между новостями и ожиданиями. Экономический отчет – это факт прошлого. Это то,
то, что уже произошло, а рынок торгует будущее. Когда выходит ИПЦ или данные по безработице, рынок к этому моменту уже давно обсудил возможное значение, заложил сценарии, перераспределил капитал и сформировал ожидания. Именно поэтому очень часто мы видим ситуацию, когда отчет выходит хороший, а цена почти не двигается. Не потому, что рынок его игнорирует, а потому, что данный сценарий уже был учтен заранее. Рынок не отыгрывает один и тот же отчет полгода подряд, как может показаться на первый взгляд. Он шаг за шагом переоценивает будущее. Сначала рынок перестает бояться ухудшения, потом убирает самый негативный сценарий, затем начинает закладывать паузу, потом будущее смягчение политики, и только в самом конце появляется реальное действие со стороны регуляторов. К моменту, когда все становится очевидным для большинства, цена уже давно не находится в точке старта. И вот здесь мы подходим к ключевому вопросу. Если экономическая перспектива для крипты сейчас благоприятна, почему биткоин не растет? Почему он просто стоит? Ответ очень простой, и при этом многим не понравится. Потому что рост цены происходит не от сценариев и не от веры в будущее, а от денег. Сейчас ожидания есть, фундамент есть, сценарий на 26 год позитивный, но избыточной ликвидности в системе пока нет. Нет дешевых денег, нет агрессивного риска, нет давления, которое заставляет крупный капитал срочно покупать по любой цене. В такой ситуации рынок не обязан расти, он обязан удерживаться. И то, что биткоин стоит в районе 90 тысяч, после огромного роста от минимальных уровней, без эйфории, без паники, без массовых ликвидаций, это не признак слабости, это признак силы. Рынок переваривает объемы, распределяет позиции и держит уровень. Если бы экономика реально не имела значения, если бы макрофон был негативный, если бы ожидания ухудшались, мы бы эти уровни просто не удержали. Отдельно стоит сказать про манипуляции, потому что это любимый аргумент скептиков. Да, крипторынок манипулятивный, это факт. Но манипуляция не означает отсутствие логики. Манипуляторы не создают тренд с нуля и не двигают рынок, куда им вздумается. Они работают внутри уже существующих условий, собирают ликвидность, выбивают слабых игроков, ускоряют движение, но направление всегда задается деньгами, ликвидностью и макроэкономикой. Если бы экономика не влияла, не было бы циклов, не было бы повторяемости, биткоин не падал бы на фоне роста ставок и не рос бы на фоне ожиданий снижения. То же самое касается ETF. Многие думают, что если есть ETF, то деньги обязаны непрерывно заливаться в рынок и толкать цену вверх. Но ETF это пассивный капитал, который заходит постепенно, без спешки, без погони за ценой, с ребалансировкой каждый квартал. Их задача удерживать рынок, сдерживать волатильность и подтверждать зрелость актива, а не рисовать вертикальные свечи. Именно поэтому мы сейчас видим стабильность, а не безумные импульсы. Если посмотреть на историю, самый наглядный пример – это 2024 год. Тогда рынок долго консолидировался, почти не реагировал на хорошие отчеты по инфляции, ставки не снижали, и многие говорили, что экономика не работает, и крипта сломалась. А потом произошел сдвиг ожиданий. Выборы в США, первые сигналы смягчения политики, и буквально за короткий период биткоин показал рост более чем на 100%. Не потому, что вышел один отчет, а потому, что накопительный эффект наконец-то реализовался. Многие справедливо говорят, в 23 и 24 не было ни количественного смягчения, ни агрессивного притока ликвидности, ставка ФРС оставалась высокой, баланс регулятора сокращался, но при этом биткоин рос. Это правда, но здесь важно понимать, за счет чего именно происходил этот рост, потому что он не противоречит логике ликвидности, а наоборот ее подтверждает. В 2022 году биткоин пережил классический макрошок. Ставка ФРС выросла почти с нуля до уровня 5,5%. Ликвидность изымалась, и цена биткоина упала на 75%. Это было прямое следствие ужесточения политики ФРС. В 2023 году ситуация изменилась не потому, что деньги начали печатать, а потому что рынок понял, хуже уже не будет. ФРС приблизилась к пику ставок, и сам факт остановки ужесточения стал мощным сигналом для риска. С начала 2023 года биткоин вырос примерно с 16 тысяч до 44, то есть более чем на 160%. А в 2024 году рост продолжился, и одна рынок в моменте показывает более 300%. Этот рост произошел без печати денег ФРС, но он был ростом на смене режима, а не на избыточной ликвидности. Деньги не печатались, но капитал начал перераспределяться из защитных инструментов в активы с высоким потенциалом после глубокой перепроданности. Важно понимать разницу. В 2023-2024 годах рынок рос потому, что снижался риск, улучшались ожидания и подтверждалось выдерживание биткоина после кризиса. Это был рост восстановления и переоценки, а не рост на дешевых деньгах. Именно поэтому движение было рваным, с длительными консолидациями и без тотального безумия по альтам. Настоящий эффект ликвидности появляется тогда, когда ставка снижена, доходности облигаций падают, деньги становятся дешевыми, инвесторы начинают не просто возвращаться в риск, а гнаться за доходностью. В 2023-2024 этого не было. И именно поэтому рост был сильным, но более-менее спокойным. И отсюда главный вывод. Рост биткоина в этом цикле не отменяет роль ликвидности, а показывает, что рынок сначала растет на ожиданиях и смене режима, затем входит в фазу удерживания и консолидации, и только потом при реальном смягчении политики начинается тот самый импульс роста, который большинство ждет. Именно поэтому отсутствие печатного станка ФРС тогда не означает, что ликвидность не важна. Это означает, что рынок уже перешел в
в первую фазу цикла, а следующее движение будет зависеть уже от денег, а не от ожиданий. Поэтому сейчас рынок ждет приток реальных денег, которые будут способны за пару недель вызвать активный рост. Ведь все эти хорошие отчеты имеют накопительный эффект. И теперь давайте посмотрим на текущую ситуацию. Буквально месяц назад большинство было уверено, что снижения ставок не будет, что биткоин пойдет тестировать 70-60 тысяч и что сценарий негативный. Но биткоин удержался в районе 90 тысяч и сейчас консолидируется. И как я сказал в первой половине видео, от этих ключевых уровней можно торговать. И лучше всего это делать через моего официального партнера BitGet. Ведь там за вашу торговлю вы можете получать много крутых бонусов. Если что, ссылка есть в описании. И здесь возникает простой логичный вопрос. Что было бы с его ценой, если бы на фоне всего этого мы еще и видели рост инфляции, ухудшение отчетов и усиление негатива? Ответ очевиден. Эти уровни мы бы просто не удержали. Из этого следует очень простой, но важный вывод. Экономика влияет на крипторынок. Просто не так, как многие ждут. Она не обязана давать памп после каждого отчета. Она работает через ожидание и накопительный эффект. Если рынок не улетел в моменте после хорошего отчета, это не значит, что все плохо. Это значит, что фундамент продолжает усиливаться. Риск сдерживается, а цена держится там, где раньше она бы не удержалась. Именно в такие периоды рынок кажется скучным, нелогичным и спекулятивным. Именно в такие моменты большинство разочаровывается и перестает верить в макрофон и здравый смысл. Но история снова и снова показывает одно и то же. Связь между экономикой и крипторынком очень сильная, и поэтому нам полностью игнорировать важные экономические отчеты точно не стоит. В завершение давайте зафиксируем главный вывод. Экономические отчеты влияют на крипторынок. Они не обязаны вызывать памп в день выхода, но именно они формируют ожидания, снижают или повышают риск и создают фундамент, на котором рынок потом делает сильное движение. Биткоин может неделями стоять на месте после хороших данных, но это не означает, что экономика не работает. Это означает, что рынок накапливает эффект и готовится к будущей фазе. Если бы макроэкономика была бы негативной, то сейчас биткоин бы не торговался на тех уровнях, на которых он сейчас движется. Поэтому, друзья, не стоит делать вывод по одной свече или по одному отчету. Важно смотреть на картину целиком. Если что, все свежие отчеты по рынку труда, по экономике США, а также по инфляции публикуются у меня в телеграм-канале. И актуальный ИПЦ и свежий прогноз по рынку также будет там. Поэтому подписывайтесь. Также ставьте лайки, пишите комментарии. Вам спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Всем желаю удачи, до скорых встреч.